Представители знака зодиака Лев, львы, мои дорогие, и львицы, здравствуйте. Таро прогноз, как поступить в той или иной ситуации, или в загаданной ситуации, как быть, может быть. Давайте узнаем подсказки карт, конечно, будем реалистами. Такой прогноз не может подойти для всех абсолютно. Тут скорее для тех, у кого сейчас на повестке дня какая-то может быть проблема, дилемма, или ваше решение должно быть принято, да, и есть какие-то варианты. И я тогда надеюсь, колода карт 78 дверей. Это не что иное, как метафорические карты. Как раз помогут вам узнать или подсказку какую-то получить. Если мы еще присоединим к этому нашу интуицию, посмотрим, вглядимся в образы карт, переложим на ту реальность, которая есть конкретно у вас, или который вопрос, может быть, перед вами стоит, определенно какой-то пазл мы сложим. У нас будет два варианта, и вы загадайте, пожалуйста, что будет, если я поступлю вот первым образом, одним каким-то. И второй вариант, если я этого делать не буду или поступлю как-то иначе. Ну, тут разные могут быть варианты, загаданные вами, но, наверное, принципиальная вещь, чтобы свести максимально какую-то абстрактную вопрос, проблему до одного вопроса, как поступить или как быть. И первую карту, которую мы достанем, это у нас будет оценка ситуации, как видят карты. И дальше две карты. Первый вариант и вариант второй. И мы достанем, как будут развиваться события, если я поступлю вот таким образом. И как будут развиваться события, если я поступлю иначе или от чего-то откажусь, или ну какой-то второй вариант. И карту совет достанем, как видят карты, как что-то ж они нам еще подскажут. Итак, оценка ситуации. Вы знаете, у вас сейчас хорошо. И это четверка жезлов, здорово, правда? Во всех колодах, надо сказать, Таро – это праздник после победы. Ну, практически смысл. Четверка – это всегда стабильность, это уверенность, это есть какой-то якорь. Иногда в некоторых мастях, будем говорить, да, четверка – это тоже стабильность, но иногда это бывает карта апатии, иногда это бывает карта жадины, если мы говорим на другие колоды, так переходим для аналогии. Или карта финансовой стабильности, но мы не готовы, допустим, с чем-то делиться. Или четверка кубков, когда тоже есть какая-то стабильная ситуация, хоть и есть апатия, но есть то, что нам ничего не угрожает. Вот этот момент тоже примите во внимание. Так вот, четверка жезлов – это когда мы сделали что-то очень хорошо и правильно, и мы уже где-то отчасти можем почивать на лаврах в хорошем смысле, недолго, правда, но наши позиции мы должны сохранять. И ключевое значение, наверное, в том, что мы разделяем эту победу с друзьями. Мы не одни сами по себе, как отшельник, а у нас есть либо помощники, либо группа поддержки, либо группа единомышленников, друзья, семья, как угодно. И в колоде 78 дверей, вот именно двери и ключи или замки имеет значение. И мы видим на четверке жезлов ситуацию, когда семья, причем в полном сборе, все счастливы, довольны, а снаружи вьюга, пурга, холодно, и дверь, посмотрите, она закрыта. То есть какая-то дверь у нас в нашей жизни закрыта, а мы словно как в детской игре «Я в домике». Мы как будто спрятались. У нас есть свой уютный мир, или это наша задача построить вот такой уютный мир, мои дорогие львы. И надо сказать, что Венера, которая вошла в ваш знак в июне месяце, она пробудет до 9 октября, она будет у нас еще ретроградной, когда мы должны быть внимательны к финансам и где-то не слить попросту деньги в ненужном направлении. Но в целом это для вас очень хороший трамплин, достаточно короткий, мои дорогие, на последующий период. Хочу так немножко забежать вперед, что если астрологически, да и вообще, как бы есть такие предпосылки по всем событиям, мир меняется, это теперь подтверждает какие-то астрологические предсказания, все же есть такой элемент. Последующие годы они не будут легкими, это правда. И от того, как мы сумеем выстроить свой островок безопасности, свой маленький уютный мир, то место, где нам комфортно, уютно, надежно, где мы можем буквально как вот дом, может быть, вопросы дома у кого-то пройдут,
это будет означать, что это те наши позиции или тот наш тыл, который нас будет и вдохновлять, и сберегать, и давать силы на будущее, чтобы осуществить какие-то проекты, так и где-то наша платформа безопасности, безусловно. Вот такая задача в целом на 2023 год, и ваше время, ваш трамплин, он практически до октября. Ну, 9 октября, можно еще октябрь захватить, но вот нельзя для себя чем-то помешать, я бы сказала. И может быть по этой карте, когда двери закрыты, вот если вы что-то подобное уже выстроили, сохраняйте. Сохранять как какие-то возможности, сохранять отношения, не жертвовать, может быть, в угоду где-то собственному эго, если вы считаете, что ну, я бы поступить хотела или хотела как-то по-другому. А реальность вам рисует какие-то другие варианты сотрудничества, взаимодействия, возможностей. Вот нужно принять то, что приходит на наш порог, или те предложения, которые у нас есть на данный момент. Тут нужно развивать и расширять, как будто, но не отстраивать. Вот для вас это будет вот этот праздник после Победы. И, может быть, иносказательно тот самый дом или домик, да, как в игре, который нас будет и защищать, и сохранять. Это когда мы счастливы. Нам счастливые люди выпадают на карте. И значит, больше все-таки на сохранение. Первый вариант, если я поступлю вот каким-то определенным образом, тройка пентаклей. По этой карте мы открыты миру. Это сдача экзамена. И посмотрите, человек сам делает двери. Мы говорим, да, замка нет. Он сам создает свое будущее, он сам создает себя, он сам создает свою реальность. Вот все то, что я сейчас говорила по этому варианту, от нашего какого-то решения будет зависеть наше качество жизни наперед. И это более чем актуально, потому что все же тройка пентаклей предусматривает, что мы можем менять работу вместе с тем, да, или начинать какой-то новый вид деятельности. Опять же, в значении, когда мы сами надеемся на себя, мы свои знания можем приложить к чему-то. По этой карте мы готовы и учиться чему-то. Все же человек еще в процессе как будто изготовления этих дверей. И поэтому и мы должны быть, ну, наверное, вот пользоваться теми возможностями и подслушать или услышать подсказки собственной души в том значении. Вот он вырезает, да, как будто украшает эти двери, он уже их приготовил, но перед тем, как их установить, он хочет их сделать красивыми. Так вот, мы нашу жизнь должны сделать комфортной, уютной, надежной. Вот все то, что я говорила по четверке жезлов, только с элементом прогресса, потому что тройка пентаклей – это всегда прогресс. Будь то мы чему-то обучаемся, буквально язык учим, значит, мы впоследствии это применим на практике, и каким-то образом нам поможет заработать деньги. Или, это я для примера говорю, или мы изучаем, может быть, какие-то науки, или мы специалисты уже в какой-то области, но значит, может быть, какая-то узкая специализация предусматривается. Или вот, ну, расширить все равно границы наших знаний. По этой карте такое значение тоже есть. И в последующем мы переведем это в материальное благополучие. Все-таки у нас карта Пентаклей. Это может касаться, кстати, и отношений, которые тоже, даже если что-то, ну, не нашли мы с чем-то взаимопонимания или с кем-то, или по какому-то вопросу, я именно этот элемент хотела озвучить, то это не значит, что мы должны все порвать или где-то настаивать на своем. Мы учимся, мы проходим жизненный экзамен. Давайте узнаем, и каковы же перспективы у такого экзамена. Вы знаете, тут сам период, это старшие арканы, всегда по старшим арканам это то, что мы не можем изменить, это обстановка вокруг нас. И поэтому вот такая, наверное, практика, когда мы надеемся сами на себя по карте Луна дважды, очень перспективно, потому что будет неизбежно тот период, когда 1000 неопределенностей, и это мы не сможем изменить. Нам придется принять какую-то реальность, и исходя из того, что же у нас будет, с чем мы можем или с кем взаимодействовать, мы будем выстраивать как новые отношения, новые какие-то не шаблонные, как будто все заново, с элементом какой-то альтернативы или с элементом чего-то иррационального, сообразно обстановке, мы должны будем двигаться вперед, принять какие-то новые условия, новые правила игры для нас будет важно. И обстановка будет где-то темновато, будет период для вас, когда вы не сможете себе
словно составить тезис-план или что-то распланировать наперед. Обратите внимание, девушка беременная по берегу идет, и нам уже карта говорит: сейчас темно, светит только луна, выглянет солнце, все встанет на свои места. Но как будто девушка интуитивно чувствует, она знает, что скоро ситуация изменится, для нее, по крайней мере. Обратим внимание на двери, если мы говорим, ключевое значение – это дверь. Есть ручка, но нет никакого ключа, нет замка. И в данном случае у нас выступает в качестве ключа охранник. Это хамелеон. А хамелеон, он постоянно превращается. И неизвестно, в какую минуту кем он захочет быть. И поэтому обстановка, и еще раз нам говорит помимо Луны, что мы столкнемся с людьми, может быть, разными. У кого-то буквально мы окажемся в другой стране или в другом менталитете. Или с людьми, которые говорят на разных языках. Или с людьми, которые тоже совершенно как-то отличаются от нас. Может быть, мы думаем одно, а люди, у них другой способ мышления. И мы должны принять их тоже, такими, какие они есть. Не пытаться настаивать на своем и не пытаться их изменить. Их изменить будет невозможно. Они будут как хамелеоны где-то превращаться, видимо, где-то, может быть, пытаться и нами манипулировать, и нам ничего не остается. А как быть в тех энергиях? Но если мы сумеем открыть эту дверь, а обратите внимание, она словно под наклоном изображена. И то, что под наклоном, я думаю, многие из опыта знают, что открыть-то сложновато. Но если мы окажемся внутри, или если будет это необходимо, ключа ведь у нас замка-то нет, у нас ключ только хамелеон, значит, от нашего взаимодействия с миром будет зависеть, сумеем ли мы что-то для себя сделать надежное. А по части надежного, ведь это прообраз Пизанской башни. Почему у нас под наклоном все, которая, как известно, стоит столетия. И она все время вроде падает, но она никак не упадет. И в ближайшие столетия она тоже не упадет. Так вот, тем не менее, вот такая вот надежность в какой-то совершенно парадоксальной ситуации, как будто нам карта обещает. И, видимо, действительно, мой дом, моя крепость, и те знания, которые я получу, или когда я надеюсь сам на себя, да, и я принимаю мир таким, какой он есть, не пытаясь его переделать под свое видение. И тогда для меня будет не будет ничего невозможного, чтобы открыть даже двери, как в аналогии Пизанской башни. И если мне нужно там укрыться или создать свой уют или свое место комфорта даже в такой башне. И по карте Луна прислушаться, конечно, к интуиции, подсказкам собственной души и не торопиться, не делать больше одного шага за раз. Может быть, где-то себя сдержать, не пойти на каком-то импульсе. Определенно какой-то жизненный экзамен. То есть, может быть, первый вариант, если вы примените к себе. Не будет все так, понятно, но нужно быть готовым, что вынужден пройти через какую-то темноту или буквально я исследую непознанную землю без карты. Второй вариант. По второму варианту интересно. Шестерка пентаклей. Любая 6 – это всегда победа. И по нумерологии надо сказать, 6 – это всегда последняя стадия наших действий. Следом идет 7, и это всегда какая-то пауза, статика. И в колодах Таро это тоже так же где-то проигрывается. Так вот, мы, пользуясь вторым вариантом, как будто получаем подарки. Сама по себе это карта материального успеха. И здесь нам могут быть, буквально двери открываются, мы их сами открываем. И на пороге вот такие подарки. От чего-то не отказаться, я бы сказала. Второй вариант рассмотрите, мои дорогие. Тут конкретно какой-то финансовый успех, благополучие. Или какое-то дело у вас получится осуществить все равно с материальным подтекстом. Либо оформить что-то, либо это может быть и документ. Или если есть какие-то жилищные вопросы, мы тоже их можем решить. По крайней мере, материальной стороной нашей жизни мы как будто останемся довольны. А как это будет в прогрессе? Но тоже 15-й аркан, дьявол. И обратите внимание, что где-то мы не должны попасть в зависимость к золотому тельцу, да? Или не быть зависимым от пентаклей, или будем говорить от денег. Если мы все поставим на материальную основу, то мы себя где-то в чем-то ограничим. И также эта карта еще нам может свидетельствовать о том, что мы получаем какой-то финансовый бонус, или мы буквально получаем деньги, и будет соблазн, все-таки у нас 15-й аркан, потратить куда-то, или словно
знаете, как предаться какой-то более легкой жизни, по крайней мере, может захотеться. Может быть, прежде была какая-то сложная финансовая ситуация, и захочется так немножко себя побаловать. И где-то мы можем застрять, потому что мы будем словно зависеть от этих пентаклей буквально. И нам карта говорит, что по этому аркану, обратите внимание, двое стоят в центре пентакля, и какая-то сущность. И это не что иное, как, знаете, желание как будто от какой-то скучной, может быть, жизни или от каких-то проблем уйти. И вот в смысле, когда мы позволяем себе расслабиться, мы делаем что-то чересчур. По 15-му аркану чересчур вообще нельзя ничего делать, потому что мы тогда не видим какой-то реальности и можем себе отчасти навредить. С одной стороны, нас не должна пугать вот эта вот какая-то непонятная, необъяснимая обстановка, и мы не должны где-то стараться все расставить по своим местам, принять просто то, что у нас получилось что-то осуществить, да, все же шестерка пентаклей, и мы теперь должны правильно распорядиться своими ресурсами. Словно заново встать лицом к лицу со своими прежними проблемами, как-то переоценить все то, что было до того и на сегодняшний день, разобраться, может быть, со своими соблазнами, чтобы на новом уровне определить свое отношение к ним, а при достаточных душевных усилиях, может быть, и избавиться от этих соблазнов. По сути дела, дверь на этой карте, вот тот самый магический пентакль, фигура, через которую происходит словно проникновение миров. И это идеальная возможность словно начать что-то заново, уже минуя как какие-то наши вредные привычки, буквально может быть и так, или состояние зависимости. И вот такие вот варианты, ну, с работой как будто над собой, это тоже предусматривается. Давайте мы откроем в основном значении, вот как карту совет. У нас десятка жезлов. Какая-то ситуация, безусловно, мы не сможем избежать какого-то окончания. И для нас важно будет, посмотрите, человек, нам изображена, кстати, стеклянная дверь, в которой вообще нет замка, но она как будто открывается в одну сторону. И человек, который застрял вроде бы, да, с другой стороны, он пытается привлечь к себе внимание, но никому нет до него дела, все проходят мимо. И, знаете, я бы сказала, что мы не должны от чего-то отказываться. С другой стороны, мы не должны где-то действовать по старому шаблону. Мы можем потерять какие-то возможности только лишь потому, что видение у нас или предполагаемые наши действия, они вот должны идти в какой-то одной колее или назовите это в одном каком-то фарватере. А тут судьба может перед нами как и сюрпризы какие-то предоставлять, так и заставлять нас буквально самого себя изменить. И я бы сказала, посмотрите, ведь нет противоречия. И, мои дорогие львы и львицы, те, кто смотрит этот прогноз, расклад, я не вижу тут как бы даже двух вариантов. Я бы сказала, тут один вариант на сохранение того, что мы имеем, но в то же время открытости миру. И как будто нужно поменять самого себя в плане, может быть, своих действий. Или вот то, что мы говорим, наши собственные страхи. Вот в этой колоде как раз, посмотрите, вот эта сущность, которая изображена, это нет никакого дьявола, это вот именно наш собственный страх, когда мы думаем, а вдруг какое-то дело не получится, а вдруг меня человек подведет, а вдруг там потом еще что-то произойдет. Так вот не надо на какое-то далекое вдруг, с одной стороны, предугадывать, а с другой стороны, это когда надеешься сам на себя и готов внутренне к любым поворотам судьбы, и ты знаешь, что вот, наверное, вот как этот человек, который не просто изготовил двери, а уже их сидит и украшает, мы сами можем стать хозяинами своей судьбы. Но больше упор идет на то, что мы должны сохранять. И если это как-то по-другому, или мы настаиваем на чем-то своем, то мы можем где-то оказаться в такой изоляции, когда кто-то пройдет мимо нас, кто-то словно нас не увидит, вроде бы видно, а никому не интересно. Мы просто можем потерять какие-то возможности. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, мои дорогие, и любимы всегда.